Сегодня показать, как здесь живут люди, советскую атмосферу. Сосиски в тесте 28 рублей. Там есть прямо Китай. Это нам стоит. Это выращивают бананы. Мы даже дом свой не закрываем. В Турции это называется право глаза. Сербский рэп играет. И у реки Савы. Уже приехали. И решили вечером еще съездить на закат в Белград. Поедем там в новый элитный район в Белграде. Мы живем в деревне в 10 минутах на машине от Белграда, то есть это самая ближайшая деревня. Ну, тут нам как бы и хватает и природы. Да, и свой маленький сад есть. Там самый маленький, но там самый сладенький. Уже приехали. Видите, регион вообще вовсю. Посидеть в кафешках и все такое. Ну, короче, для молодых сделали. По сельской местности погуляем. Вам как раз будет видно явно разницу, да, вот такого района и обычного пригорода, уже такой сельской местности в Сербии. Такую сделали набережную, правда, поезда вот на этому мосту регулярно ходят. Такой звук издают, и несмотря на то, что тут квартиру стоит снять, ну, не знаю, дорого, сколько, от 1000 евро, наверное, небольшую, насколько помню, муж говорил. И с этим звуком поезда постоянно живут. Может, не слышно. Вот такой сделали, значит, как бы парк на свежем воздухе со всякими модными заведениями на берегу реки Савы. Такая классическая архитектура, ничего нового. В общем, тут заведение. Причем, если идти дальше по реке, да, вдоль реки, упираешься в начало старого города. Если оттуда подняться по крутому такому склону, то ты попадаешь вот там, где центральная такая старинная улица. И детишки классные. Мы находимся с вами в населенном пункте Умка, это пригород Белграда. Хотела вам сегодня показать, как здесь живут люди, берег реки Савы, где мы обычно гуляем, цены, ну и вообще такую сельскую жизнь, но это прямо близко к Белграду, 15 минут на машине, наверное, 10 километров, что-то прям очень близко, может быть 13 километров. Так классно, что люди просто выращивают бананы у себя в огороде. Хорошо, балканский климат позволяет это делать. Муж у меня пошел в спортзал, и мы пойдем прогуляемся с малышом. Заодно покажем вам окрестности. Вот как по мне, слегка напоминает деревни у нас, но как-то более ухоженно, что ли, в садах. Да, люди любят природу, любят, знаете, косить траву и все такое, ухаживать за своим садом. Посмотрите, как деревья плодоносят. Такие яблоки огромные. Можно один. Знаете, в Турции это называется право глаза. Когда ты увидел что-то на дереве, из-за того, что ты увидел, можешь взять один. Такая классика. Дом весь в цветах. Наладилась. Плюс 28-30 градусов без влажности. Это сейчас у нас начало августа, да, 6 августа.
каждом населенном пункте, даже в маленьком, есть китайские магазины, потому что Сербия и Китай же друзья. И, в общем, есть прямо китайцы, и это их магазины, и у них тут и дети растут. Вот, в общем, тут такой маленький китайский магазин. Вот тут и игрушки, и товары для дома, какие-то мелкие вещички, носки. В общем, всякие девчачьи дела, электроприборы. Ну, например, вот вам пример. Зарядки, да, голова для зарядки 350 динар, ну это 330 рублей где-то. Кабели, наушники там по 300 динар, то есть по 280 рублей, грубо говоря. Все недорого. Детские трусики вот по 160 рублей, можно так сказать. Зашли с вами в пекарню. Ну вот обычные сосиски в тесте 28 рублей. Какие-то такие рулетики 115. Маковые такие ватрушки по 95. Пироги по 180. Круассаны по 100. И тому подобное. Маковый штрудель за 100 рублей, можно так сказать. Вот и хлеб. Ну, обычный хлеб сколько стоит? 60 рублей где-то стоит хлеб. Направляясь к реке, идем через вот такой сквер. Согласитесь, имеет такую вот советскую атмосферу здесь все. И вот мы и у реки Савы. Она же и протекает в Белграде. У многих людей здесь такие домики на воде. Кто-то сдает, кто-то сам приезжает отдыхать, купаться. Тут же всякие люди там водные мотоциклы используют. Тут же, видите, ресторанчик. Видно? Вот так сейчас будет видно. На воде, да? Атмосферные такие. Плюсов на самом деле жить в пригороде. И малышу можно с дерева срывать фрукты, знаете. И аренда, наш дом 100, наверное, 15 квадратов. И у него еще нижний этаж столько же квадратов, но он используется как, ну, первый этаж как подвал, что ли. Это нам стоит 500 евро, 50 тысяч рублей, плюс еще сотка земли с фруктовыми деревьями. В то время как в Белграде до такого же качества места, по такой же квадратуре бы стоило, ну, наверное, минимум 850 евро, то есть разница 35 тысяч рублей. И здесь ты в пригороде, ну, ты сел на автобус и просто по трассе без пробок долетел до города, практически до центра Белграда за 10 минут даже на автобусе. Это вообще удивительно, конечно. Ну, на машине, конечно, тоже еще комфортнее. Вот. Да, пригород выигрывает действительно здесь. Ну и чувствуешь себя на природе. Люди все очень доброжелательные, со своими соседями мы себя реально чувствуем как дома. Они нам говорят: вот, заходите, там всегда у нас все ворота открыты. Мы сами оставляем ворота открыты, мы даже дом свой не закрываем. Вот как-то так. Все, что тебе может понадобиться в городе, вот это все ты можешь найти и в деревне, здесь, в пригороде, в каждом, даже самом маленьком населенном пункте. Что я вам, друзья, могу назвать из минусов, это то, что некоторые дни удивительно много комаров, наверное, из-за близости реки, хотя, в принципе, и во Владивостоке, да, где я росла возле моря, тоже как бы и комары, и на берегу моря, и везде всегда было полно комаров. Ну, какие-то дни больше, какие-то меньше. Ну, в общем, такая проблема здесь тоже есть. Ну, а в принципе, мы довольны своим, ну, хотя и временным пребыванием здесь. И после того, как я решила переехать, я сразу познакомилась с мужем, и потом у нас ребеночек появился, да, и мы, когда еще ждали Дэви, мы решили, что нам надо переехать в другое место, потому что и муж мой всю жизнь прожил в Турции, им с меня уже было достаточно,
И мы поехали делать ему документы в Сербию, потому что у него родители сербы, но они как бы мигрировали еще очень давно, и он уже сам родился в Стамбуле, мой муж. Поехали делать ему документы в Сербию, когда я была беременная, и нам как-то вот тепло стало так душевно, знаете, и решили мы, а почему бы нам ребеночка здесь не растить, потому что мне бы хотелось действительно в славянском менталитете растить малыша, хотя я и люблю Турцию с ее особенностями, но сербы, они как бы как русские люди, только, ну, вот как наши, да, они же славяне, только они такие южные, открытые и очень общительные. Но, тем не менее, носители вот этой славянской глубины, культуры, истории, в общем, все эти факторы нас привели к решению, чтобы переехать сюда. И уже после того, как мы родили нашу доченьку, в России мы рожали ее дома. Если интересно, я потом про это тоже могу влог снять, как я рожала дома первого ребенка. И после России поехали, ну, сначала в Таиланд, а потом уже сразу в Сербию переселились. И сейчас вот уже, наверное, 5 месяцев, как мы здесь. А это спортзал, в который ходит мой муж, тоже в этом же населенном пункте, в этой же деревне. И здесь абонемент на месяц, то есть можно вообще в любое время приходить, заниматься. Стоит 2000 рублей. Для девушек еще дешевле. Вот, обычно тут такой сербский рэп играет. Ну вот так. Посмотрим с вами местную школу. Вот в ее дворе у моего мужа тренировки по кикбоксу. И тоже стоит к хорошему тренеру ходить в месяц 2000 рублей. И школа обычная, муниципальная. В ней тоже столовка и все такое, как у нас. Знаю, что в Сербии легко поступить в муниципальную школу с видом на жительство. То есть там какой-то простой экзамен, просят что-то там посчитать до 10, назвать свое имя, что-то там про себя, пару предложений рассказать. В общем, таких каких-то супер испытаний нет. И, ну, соответственно, там учебные листы с оценки там и все эти документы с предыдущих школ. Дары природы прямо здесь, возле школы. Видите, сколько инжира созрело? Уже немного смеркается, не знаю, насколько будет видно, но посмотрите, как люди, что они творят в своих садах. Здесь такое садоводство развитое. И всякие украшения. И такой милый дом. Ну, банановые деревья — это вообще нонсенс. Молодцы вообще. Это прям близко к реке. Друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу нашего переезда, нашей жизни, вообще какие-то вопросы или темы есть, которые вас интересуют, и я могла бы вам раскрыть, пишите в комментарии. Спасибо вам за вашу поддержку и увидимся в новых влогах.